Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши комментарии, за вашу поддержку. И я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали. Вот такие вот интересные праздничные нарядные ниточки. И с новым узорчиком. Напоминаю, вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Все узорчики универсальные. Самое главное, правильно подобрать крючок. Итак, новички, кто еще не работал с данной пряжей, я рассказываю. Смотрите, называется Alize Angora Gold Simli. Идем дальше. В 100 граммах здесь находится 500 метров ниточек. По составу, смотрите, это 75% акрил, 20% это шерсть и 5% металлик. Видите, вот такая ниточка металлическая переливается. Далее нам советует производитель. Говорит, берите крючок от 2 до 4. И сразу, пока не забыла, называют цвет. Смотрите, номер 27. Угу. Итак, смотрите, я сегодня беру крючок необычный. Это крючок у меня будет вот такой вот большой, такой вот длинный. Называется он тунисский. И я беру его размером 3,5. Угу. Вы точно так же изучаете свою пряжу, подбираете под свою плотность вязания крючок, а также под рекомендации производителя данной пряжи, вашей пряжи, да, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 3 петельки. Ну и дополнительно давайте наберем еще 2 воздушные петельки, чтобы узорчик ровно закончился. Итого получается, я наберу 30 воздушных петелек узорчика и 2 дополнительные петельки. Это получается 32 воздушные петельки набираю я, ну а вы набираете сколько вам будет удобно. Напоминаю, тунисский крючок мы держим как спицу, иначе просто неудобно. Все, остальное все то же самое. Для начала у нас идет петелька фиксации. И при наборе петелек мы эту петельку не считаем. Теперь я буду набирать 32 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32. Вот мой будущий образец. Далее смотрите внимательно. Вот у нас на крючке находится петелька, так? Мы, получается, от петельки на крючке отсчитываем вторую петельку. 1, 2. И вот во вторую петельку аккуратненько, тихонечко ныряем, вытягиваем ниточку и оставляем на крючке. В следующую петельку цепочки точно так же ныряем, вытягиваем ниточку, оставляем на крючке. И так вот мы шагаем в каждую петельку нашей цепочки и набираем на крючок петельки. Видите? Совсем не сложно. Самое главное, сами себя контролируйте. Количество, получается, петелек на крючке у вас должно быть ровно столько, сколько вы набрали воздушных петелек в самом начале. Так? И вот так вот шагаете. Получается, в моем случае, если я набрала 32 воздушные петельки, у меня должно получиться 32 петельки на крючке. Понятно? Все, вот так вот ровненько, аккуратненько, со своей скоростью шагаете до конца ряда, а в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, несложно, у вас получится. Так, смотрите, вот набрали мы петельки на крючок, все ровненько, аккуратненько. Теперь наша с вами задача вернуться на начало ряда. Как мы это делаем? Смотрите, беремся поудобнее, да, поближе, подальше, как нам удобнее. Захватываем ниточку и протягиваем через одну петельку. Есть. Дальше захватываем ниточку и протягиваем через 2 петельки. Есть. Захватываем ниточку через 2 петельки. И вот так вот мы шагаем, провязывая по 2 петельки, так, до начала нашего ряда. Скажите, несложно, да? Вот, со своей скоростью, можете быстрее, можете медленнее. Крючок берите, как вам удобно. Можете чуть поближе, можете чуть подальше. У вас по итогу получается вот такая вот интересная змейка, я называю ее, да, состоящая из вертикальных вот таких вот капелек. Все, и вот так вот шагаете к началу ряда, а в начале ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, несложно. Так, смотрите, вот мы провязали до начала ряда. Вот такая вот интересная, аккуратненькая змейка получилась. И 2 последние петельки мы точно так же провязываем 2 петельки вместе. Все, ничего сложного, ряд наш закончился. Далее смотрите внимательно. Делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. А теперь смотрите.
Вот наши вертикальные капельки, да? Получается, вот наша первая капелька, мы провязали как 3 петельки, да? Дальше идет вторая капелька, мы ее пропускаем, и между второй и третьей капелькой, вот видите, вот между второй и третьей капелькой, ныряем не непосредственно вот между ними, а вот беремся за верхушечку, понятно? Вот, аккуратненько вводим крючок, вытягиваем ниточку, подтягиваем на высоту 3 петелек, держим на крючке, раз, накид, сюда же в эту же петельку нырянули и вытянули ниточку, 2. А дальше смотрите, делаем накид и шагаем дальше. Капельку пропускаем. Получается в следующем, видите, между следующими капельками, вот за верхушечку беремся, вытягиваем ниточку, раз, накид, опять сюда же за верхушечку беремся, вытягиваем ниточку, 2. Теперь смотрите внимательно. Вот эту первую петельку не трогаем, а все остальные петельки, смотрите, вот так вот провязываем за один мах, оп, и обязательно зафиксируйте. Вот таким вот образом, понятно? Все, идем дальше. Смотрите, опять. Вот наша капелька. Мы ее, получается, пропускаем, так? Следующую капельку пропускаем, и вот между этими капельками за верхушечку беремся, вытягиваем ниточку, раз, накид, вытягиваем ниточку, 2. Накид, перешагнули капельку, так, и за следующую верхушечку беремся. Раз, накид, сюда же 2. Вытянули ниточку. Опять, смотрите, вот эти все наши петельки провязываем вместе и зафиксировали. Видите, что у нас получается? Вот такие вот интересные пышные столбики. Дальше. Точно так же. Раз, два. Пропустили. Беремся за верхушку. Вытянули ниточку. Раз. Накид сюда же. 2. Накид. Перешагнули капельку. Следующую верхушечку. Раз. Накид. 2. Все вместе провязали и обязательно зафиксировали. Видите? И вот так вот вы шагаете до конца ряда. Не сложно? Я думаю, что несложно, вы справитесь. Давайте самостоятельно до конца ряда повторяйте все, что мы с вами провязали. А в конце ряда встретимся. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, что у нас получается. Вот такая вот красота из таких интересных пышных столбиков. И как мы заканчиваем ряд. Вот мы, получается, провязали последний наш пышный столбик. И дальше мы пропускаем всего лишь только одну капельку. И вот последняя, получается, капелька. Мы ныряем в нее аккуратненько, вот так насквозь. Вытягиваем ниточку и провязываем 3 петельки, как и в начале ряда. Раз, два, 3. Ну, как бы высоту нашего ряда выравниваем, да? Итак, теперь 2 воздушные петельки по узорчику. Раз, два. А далее соединяем 2 петельки вместе. Оп. Опять 2 воздушные петельки. Раз, два. И опять 2 петельки вместе. Оп. И вот так вот шагаем до начала нашего ряда. Раз, два. И 2 петельки вместе. Оп. Понятно? Вот такая картина должна получаться. Раз, два, 2 петельки вместе. Все, давайте вот так вот самостоятельно провязывайте до начала ряда. Потому что вообще не сложно. И в начале ряда я вас встречу. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, провязали практически до начала ряда. Вот такая картина получается. Как мы заканчиваем ряд. Точно так же после последнего, получается, пышного столбика провязываем 2 петельки. Раз, два. И вместе. Оп. Все, наш ряд закончен. Далее наша с вами задача повторить точь-в-точь самый первый ряд. 3 петельки воздушные. Раз, два, 3. Далее смотрите. Вот получается наша вертикальная капелька, да? Вот на вертикальная капелька. Вот смотрите, перед ней, видите, вот воздушная петелька. Вот мы вот в эту как раз петельку ныряем, вытягиваем ниточку, подтягиваем. Раз, накид. Нырнули еще раз. 2. Так. А потом, смотрите, делаем накид и перепрыгиваем. За капелькой тоже есть петелька. И мы в эту петельку, получается, ныряем. И точно так же. Раз, накид, 2. Угу. Все вместе опять провязали и обязательно зафиксировали. И у нас получается точно такой же пышный столбик, как и в начале в нашем первом ряду. Угу.
Давайте еще раз. Получается, вначале мы шагаем, вот воздушная петелька перед нашей вертикальной капелькой. Потянули раз, накид сюда же 2. Далее капельку перешагнули, так, и следующую, получается, петельку провязываем точно так же. Аккуратненько заходим именно за верхушечку, вытягиваем ниточку раз, накид 2, все петельки провязали вместе и обязательно зафиксировали. Как вам? Не сложно? Я думаю, что вообще не сложно. Давайте вот так шагаете до конца ряда, и в конце ряда я вас еще раз встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, какая нежная красота получается у нас. Как мы заканчиваем наш ряд. После последнего пышного столбика. Смотрите, помните, мы делали 3 петельки, да, воздушные и 2 воздушные петельки по узорчику. Так вот, 3 петельки воздушные, в третью петельку ныряем. Вытягиваем ниточку и точно так же провязываем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. А теперь мы должны вернуться на начало ряда. По узорчику 2 воздушные петельки. Итого поняли, да? Получается 5 воздушных петелек. И в 2 петельки вместе. 2 воздушные и 2 петельки вместе. 2 воздушные и 2 петельки вместе. Несложно, да? То есть вы повторяете предыдущий ряд, точно так же возвращаетесь. И у вас получаются вот такие вот интересные арочки. Все, самостоятельно до начала ряда. И в начале ряда я вас еще раз встречу. Давайте. Так, смотрите, вот провязали до начала ряда. Вот такая красота у нас получается. Совсем не сложно. 2 ряда провязывайте. В одну сторону пышные столбики, в другую просто арочки. Все, не сложно, не сложно. Сейчас опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И точно так же перед капелькой и после капельки набирайте петельки. Перед капелькой, после капельки. Перед капелькой, после капельки до конца ряда. Возвращаетесь точно так же воздушными петельками. Не сложно? Совсем не сложно. Оригинально, интересно. И получается, смотрите, какой нежный воздушный узорчик. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Да, уже видно, что получается шикарно. Но посмотрим, как будет выглядеть, когда будет еще больше рядочков. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Как вам? Красота, да? Ровненько, аккуратненько. Самое главное, что быстро, несложно. Узорчик у нас получается двусторонним. Вы выбираете любую сторону. Смотрите, какая вам больше нравится, да? Ну, естественно, логично, что мы связали этой стороной, то получается как бы лицевая данная, да? Но даже если вы просто поменяете местами, ничего страшного не случится. Палантинчик, да? Топик, маечка. Очень будет оригинально смотреться. Не забывайте, что вы узорчик можете поворачивать. Так? Узорчик можете поворачивать. Угу. То есть так это такие вот интересные сердечки получаются, да? То есть смотрите, пробуйте, экспериментируйте из любой пряжи. Летняя пряжа, демисезонная, зимняя, шарфики, снудики. Вот такие интересные будут легкие воздушные кардиганчики, кофточки, жилеточки. Почему бы и нет, да? Пробуйте, вяжите. Меланжевая пряжа, толстая, тонкая, секционного окрашивания. Разные рядочки могут быть разными ниточками. Почему бы и нет? Пробуйте, пробуйте, пробуйте. Не забывайте поэкспериментировать с ниточками для сумок, ну и для ковров, и для чехлов. Да? То есть это полиэфирный, полипропиленовый шнур. Почему бы и нет? Давайте замерим мою красоту. Моя красота сегодня вот так тянется и вот так тянется. Так, конечно, больше тянется. То есть я сегодня, получается, набирала 32 воздушные петельки. Допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания. Так? Это у меня получается, смотрим, 15 сантиметров. А тут, получается, мы вяжем крючком в одну сторону и в другую сторону, да, 2 ряда. А тунисский это получается 1. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 тунисских рядов. Ну-ка, что это у нас? Это у нас, ну, практически 13 сантиметров. Видите? То есть 12,8. Как вам? Единственное, что как бы удобнее попасть вот именно непосредственно в петельку, если вы будете провязывать не в петельку, а в арочку, мне кажется, что пышные столбики будут какие-то не такие собранные, так скажем. Поэтому можете, конечно, попробовать в арочку, можете попробовать в петельку. Как вам больше понравится, на таком варианте останавливайтесь. Ну, как вам?
Я надеюсь, сегодняшнее видео понравилось. Не забывайте ставить обязательно лайки, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал, впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях данным видео, а также сохраняйте себе в плейлисты. Смотрите в удобное для вас время, бежите с удовольствием, всем ровных петелек. Ну что ж, встретимся в новых видео. Пока-пока.